программа «Верные друзья». Мы рассказываем вам о том, как мы вместе жили, как вместе живем на 1/6 части суши, которая называлась Советским Союзом. Сегодня мы в Армении. В Спитаке действительно помнят очень хорошо, что одними из первых прилетели грузинские врачи. Потом спасатели, и русские, и швейцарские. Там никто не спрашивал, и никто, в общем-то, не записывал, кто первый, кто второй. Приехали все. 4 года работали узбекские строители. Махмуд Меликузиев и Кудрат Махамадалиев. Одними из первых в Спитаке были эстонские медики. Анестезиолог Мали Вюрст и травматолог Томас Стейн. Геннадий Прилипко живет на Украине. Но в те годы он работал вместе с узбекскими строителями и строил Спитак. Геннадий Прилипко. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, что в памяти сохранилось о тех днях, о тех месяцах? Tartu мы утром узнали от Tartuский университет, это международно, там учились из Армении, Грузии, других национальностей. Мы подумали, что не надо, может, 1 рубль или 5 рублей собрать, но, может, мы, врачи, можем пойти на место и там помочь реально людей. И в течение 2 суток мы уже ехали в сторону этого несчастья. Холодно было. Под развалиной. Женщина одна была, 45 лет, по-моему, и которой почти 10 дней была под развалиной. И у нее были замороженные ноги, руки, и она почти излечилась у нас. Стихийные бедствия всегда попадает людей врасплох. Никто к нему никогда не готовится. По иронии обстоятельствам, я летел в командировку в Москву. И мне в самолет сообщили, что необходимо, немедленно ехать. И сразу в Армению? Сразу мы улетели в Армению. Люди с готовностью ехали? Вот из Узбекистана? Они стояли в Узбекистане в очереди. Потому что в Узбекистане знали, в 1966 году и Армения помогала, и весь Союз помогал тогда. Поэтому нам все это еще был такой, долг совести, который надо было отдать. Нет, тут было одно желание. Быстрее помочь этому народу, чтобы он быстрее вылечил свои раны. Да. Мы туда ступили одни из первых, везли с собой строительные механизмы, материалы. Кроме того, что в первую же ночь были отправлены по железной дороге 47 машин в полном комплекте со своими заправщиками, мы со своим топливом. В течение 7 дней были в Спитаке. Я хочу, чтобы вы простили нас с генералом Узбековым за слезы на его лице. Этот человек возглавлял милицию в Спитаке, и эти слезы, они дорогого стоят. Спасибо. Генерал Тараканов. Это его солдаты вытаскивали из-под обломков всех мертвых и всех живых. Здравствуйте, мы рады видеть вас. Альберт Плеханов в те дни, в те месяцы работал в Спитаке и собирал всех осиротевших детей. Наш центр в Ереване находился в консерватории. Там были установлены стенды, и мы каждый час вывешивали фотографии вновь найденных детей, списки детей. И за время нашей работы там 543 ребенка, у нас есть доподлинная статистика, нашли, если не своих родителей, то свои семьи. В одной из школ, обычных школ, мы обнаружили целую группу ленинаканских детей, которые
потеряли своих родителей. Среди них были брат и сестра Лена и Руслан Чуглины. А в этот день, сказал мне Руслан, нас должны были принимать в комсомол. Я попросил Центральный комитет комсомола Армении сделать так, чтобы эти ребята уже получили бы эти комсомольские билеты. Когда вручался этот билет, было телевидение, снимали сюжет, показали по телевидению. И утром нашлись родители. Вот сказка. Оба родителя нашлись. На этой маленькой сцене должно быть, конечно, огромное количество людей. Но все-таки, вот с кем бы я ни разговаривал о Спитаке, все называют имя одного человека. Николай Иванович Рыжков, он у нас тоже сегодня в студии. Это место по праву принадлежит вам. Я хочу, чтобы вы посмотрели сейчас маленький сюжет. Этого человека зовут Спартак. Рыжкова вспоминают в Спитаке? Как? Он человек самый святой. Человек вершина Арарата для армян. Вас увидит Рыжков. Можно попросить вас смотреть только не на меня, а в камеру. Скажите ему что-нибудь. Товарищ Рыжков, то, что вы сделали для Спитака, давайте продолжайте. Пожалуйста, я вас очень прошу. Спитаки ждут. Армянский народ верит в вас. Не покидайте нас, пожалуйста. Я за свое премьерство, пожалуй, испытал два таких потрясения, которые навсегда останутся не только в моей памяти, в памяти людей России, Советского Союза. Я думаю, это история. Это первая чернобыльская трагедия и, безусловно, это спитакское землетрясение. Когда вы сейчас вспоминаете эти события, что вы вспоминаете в первую очередь? Вы знаете, я, может быть, скажу не совсем такие относящиеся, может, к делу слова, но вы знаете, мне в эти тяжелейшие месяцы и в одном и другом случае было легче работать, чем в обычной обстановке. Потому что настолько все было пронизано сочувствием, желанием помочь. Были отброшены всякие второстепенные проблемы, вопросы, такие как «я не могу», «я не хочу». Это вообще было выброшено из лексикона. Люди, наоборот, рвались сюда. По-видимому, так мы устроены, что только такие большие беды, типа войны, типа тех катаклизмов, которые мы испытали, они в какой-то степени очень сильно мобилизуют все общество. Николай Иванович, кого мы должны были еще пригласить для разговора о Спитаке? Кого нет? Кого стоило бы упомянуть хотя бы сегодня? Советский Союз. Сейчас трудно поверить в то, что в 1988 году в городе Спитаке было такое швейное объединение, жизнь в котором происходила по каким-то, я бы сказал, коммунистическим законам, и не зря его руководителя называли «маленький Ленин». И не потому, что он придерживался коммунистических взглядов, а потому, что он сумел так здорово организовать жизнь, как, может быть, и мечтал в свое время Владимир Ильич Ленин. Я приглашаю к нам в старую квартиру Нарайра Григорьевича Мурадяна, руководителя швейного объединения Спитака. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Нарайра Григорьевич, я так сразу начну. Мне сказали, я в это просто не мог поверить, что у вас было так заведено, что вот если в семье родился один ребенок, то семье дают однокомнатную квартиру, 2 ребенка, двухкомнатную, 3 и так далее. Это правда? Да, действительно. Если родился второй ребенок, семья получает
трехкомнатную квартиру. Третий ребенок, четырехкомнатную квартиру. Комнат на одну больше, чем детей? Комнату всегда было больше, чем сколько детей в семье. У нас 1500 мест было только в детских садиках и яслях. Несколько школ тоже было. Мы всегда интересовались, чтобы наши дети учились отличниками, стали в школах. И если ребенок получил только пятерки, тогда мать ежемесячно дополнительно получила, значит, 50 рублей доплаты. Ребенок как бы зарабатывал деньги учебы. Ребенок зарабатывал по учебе. Я хочу заметить, что мы находимся с вами в 1988 году. Вспомните это время, вот тогда этот человек все это делал. 44 проверки вам были устроены. 44 проверки были. И социалистическая индустрия тогда полностью изучила это дело, опубликовал страницу на целом странице, значит, статью 44 проверки за полугодие. После этого, конечно, было дано указание в республике, чтобы больше Спитакскую швейную фабрику не проверять. В начале декабря приехал к нам вновь назначенный первый секретарь ЦК Компартии товарищ Арутюнян Сурен Гургенович. Меня предлагал, что вот мы хотим тебя выдвинуть первым секретарем райкома партии. Меня пригласили на 7-е в Ереван. Утром мы уже были в Ереване. В 9 часов я приехал в ЦК Компартии. В 11:30 меня пригласили в зал заседаний, где заседается бюро. Ну, утвердили минут через 10. Я вышел, поднялся этажом со 2-го на 3-й этаж, сел подписываться, оставить образец подписи, и в это время случилось землетрясение. Вас утвердили буквально за 10 минут? 10-12 минут до землетрясения. Ну и потом я, не дожидаясь никакой команды, взял, звонил в швейное объединение, у меня был прямой телефон, там телефон молчал. Звонил в райком партии, телефон молчал. Вынужденно взял пальто под мышку, шапку и бегал в машину, вернулся в Спитак. По дороге уже встретили из машины меня с горящими фарами. И мы узнали, что это спитакские машины. Приехав в Спитак, Спитак находится на 1500 метров от моря, а мы в горе окружает где-то около 2000 метров. Значит, ну, с высоты гор уже видно было, что дым, пыль и солнце такого цвета, знаете, очень неприятно красный, все это. Ну и мы как будто опустились в днище океана, и пошло впереди все было. Значит, уже не существовало ни одного села, и город полностью был. 7 декабря 1988 года, дату, которую вы не забудете, я думаю, никогда, эта дата вошла в историю мира, как дату одного из крупнейших землетрясений. Землетрясение в Спитаке. Гасим свет, смотрим хронику. Что даже самые трагические кадры
не смогут передать то, что чувствовали люди, которые находились в районе землетрясения. И среди этих людей была семья Карапетян. Сегодня они здесь у нас, Арсен, Карина, 2 дочки. Встаньте, пожалуйста, встаньте. Вот, расскажите, что вы чувствовали, что происходило? Да. Во время ну я не знаю даже с чего начать, так волнуюсь я сейчас. Был обычный день, сидели мы дома, то есть я сидела с ребенком, тогда Анечке моей было всего 56 дней. Вот за несколько минут до землетрясения у меня Анечка заплакала, я ее взяла на руки. И это очень нас спасло. Я сидела в большой комнате, кормила ребенка в это время. И вдруг, в общем, вы знаете, это было очень ужасно. На самом деле, вот это не толчки были, это вот дом наш поднял наверх, подбросило и начало так сильно трясти, что мы не в состоянии были ничего сделать. И единственное, вот в это время я закричала, вот перед моими глазами я увидела, вот телевизор, сервант, все уже падает. Я закричала в это время: ребенок, ребенок. Вот я не знаю, кому я просила помощи, но я молилась, чтобы была бы пощада хотя бы моему ребенку. Я наклонилась над ребенком, и в это время подбежали все члены моей, ну, кто был дома тоже. Потом все стемнело, все разрушилось, и мы оказались под завалами с ребенком. И я не знаю, у нас был полный шок. И даже, вот знаете, было такое впечатление, как будто мы где-то на том свете находимся. Все было темно и нереально. Потом, я не знаю, там сколько времени мы там пробыли. Все время повторялись толчки. И один раз, когда тоже был сильный толчок, какая-то, ну, проем открылся, да, вот щель, проем, как сказать, да. И мы смогли выбраться, нам помогли уже снаружи, помогли, нас вытащили. И когда мы вышли оттуда, первое, что бросилось мне в глаза, это был, одежда ребенка была вся в крови. Я подумала, что я потеряла ребенка. Извините. Там тысячи жертв, тысячи. Спитак разрушен полностью, ничего не осталось. Ленинакан тоже почти весь, почти. А еще Степанова, Кировака. Беда, Николай Иванович, такой беды представить нельзя. Эти подлинные слова, которые вы сейчас слышали, мы взяли из книжки Николая Ивановича Рыжкова. Вот такой звонок раздался у него в кабинете. Николай Иванович, прошу вас на вторую квартиру. Николай Иванович Рыжков. Николай Иванович, когда вы летели в Спитак, вы понимали масштабы того, что вы там увидите? Ну, по-настоящему не понимали. По-настоящему. Я узнал о землетрясении 7 числа, ну, по-видимому, через полчаса. Вы знаете, что там произошло 11 часов 41 минута, если не ошибаюсь. Ну, сначала, честно говоря, как-то землетрясение, знаете, страна большая, то в одном месте трясло, то в другом. Но когда через несколько часов стало понятно, что это необычное землетрясение, тогда я принял решение, что надо лететь туда. Вот.
А дальше, когда вот мы выехали на автобусе с аэропорта, вы знаете, мне сначала показалось, что ну, более-менее все нормально. Так получилось, что там на окраине дома издалека, они вроде целы. Издалека. Я еще обратил внимание, думаю, что произошло, когда дома стоят. А потом, когда мы проехали окраину и приехали в центр, то, ну, что поразило? Поразило, что там ничего нет. Ничего. Все снесено. Кругом пыль. Кричит народ. К вам сразу шли люди, что они вам говорили? Сначала ругались. Ругались. Когда мы подъехали, по-моему, универсам в центре, он... Да. Мы остановились, потому что дальше невозможно было ехать. Все забито. Я вышел, мгновенно собралось очень много людей. Забили все это, такая площадь, все было забито. Люди кричали, где техника, где вертолеты, почему нет эскаваторов и так далее. Ну, я сколько мог успокаивал. В общем, народ был сначала страшно накален. Ну, я понимаю, когда кругом стоны стоят, безусловно, ну что там ожидать было. Это потом, через несколько дней, когда люди увидели, что мы действительно принимаем все меры, что техника пошла, что воинские части стали появляться, что спасатели из-за рубежа стали появляться. Тогда все изменилось. Люди совершенно по-другому стали относиться и к нам. И ну, как-то мы нашли контакт. У нас есть кадры в хронике именно по тому, как вся страна и даже весь мир помогал Спитаку. Давайте гасим свет и смотрим хронику. За сутки 13 декабря доставлено 116 кранов для разборки завалов. Эвакуировано 12 472 человека. Сделано авиарейсов в район бедствия 103 советских, 11 зарубежных. Количество прибывших грузов по дорогам, в том числе и восстановленной железной, исчисляется сотнями тысяч тонн. Украина дала более 20 хирургов. Грузия сегодня, например, ночью дежурила 18 грузинских хирургов, и которые всю ночную работу грузинские хирурги берут на себя. Потому что коллектив института с первого дня и до сегодняшнего еще не выходил домой. Колхозные рыбаки Камчатки выделили 1 миллион рублей на счет 700-412. А правление рыболовецкого колхоза имени Ленина получило с борта траулера «Ленинец» радиограмму, в которой экипаж заработок за 3 дня ударной работы на промысле полностью перечислить в помощь пострадавшим от стихии. Сегодня камчатцы уже перечислили свыше 3 миллионов рублей. Нарай Григорьевич, вот насколько я знаю, на Спитакской земле есть 3 памятника, связанных с дружбой российского и армянского народа. Да, вы правильно знаете. Первый памятник – это памятник, посвященный русскому солдату, где шло сражение в 1804 году. Здесь 114 русские солдаты сражались против турецкой 10-тысячной армии, и все героически погибли. И по сей день они являются героями Армении. Второй памятник – это у нас недалеко от Спитака проходит Пушкинский перевал, где Грибоедов встретился, Пушкин встретился с трупом Грибоедова. Грибоеда везут, когда ему сказали. Везли из Ирана. И третий памятник поставлен выдающемуся русскому сыну, тогдашнему председателю Совета министров СССР Николаю Ивановичу Рыжкову. Это не только знак благодарности Николаю Ивановичу Рыжкову, а знак благодарности русскому народу за ту огромную монументальную помощь, которую оказал в те трагические дни для Армении Россия, в том числе и союзные республики, которые входили тогда
состав Советского показывали Союза. сейчас хронику, и когда вы говорили, я увидел несколько людей. Мне кажется, что это армяне, которые просто люди плакали. Я знаю, что в зале есть несколько армян, правильно я? Да, в зале есть несколько, не только армян, а именно жители Спитака. Они сегодня узнают, что снимается вот такой, у вас программа есть. Приходили, я бы попросил... Если можно, может, вы подниметесь. Это люди, которые жители города Спитака. Я думаю, будет правильно, если мы сейчас с вами встанем все и вспомним тех людей, которые погибли в этом ужасном землетрясении. Спасибо вам большое. Спасибо вам за ваш рассказ, за все, что вы сделали. Очень трудно переходить нам будет к следующим эпизодам. Кажется, что после такого страшного землетрясения жизнь должна остановиться, но она не останавливалась. Были другие события, о которых мы сейчас расскажем в старой квартире. Компания «Вид» представляет. В 10 часов 41 минуту, время московское, в Спитаке, Ленинакане и в ряде городов и сел Армянской ССР произошло сильное землетрясение. Пострадали жилые дома, школы, больницы, объекты народного хозяйства. Срочно требуется помощь медикаментами, техникой. Количество жертв уточняется. Здравствуйте, вы смотрите программу «Как это был». Текст, который вы только что слышали, неофициальное правительственное сообщение. Днем 7 декабря 1988 года в эфир ушла военная радиограмма из Ленинакана. По чьей-то оплошности, открытым текстом без шифра. Передачу писали все станции радиоперехвата. Так мир узнал о землетрясении в Армении. Уже через час крупнейшие информационные агентства передавали новость. Вечером о случившемся сообщила программа «Время». Правда, реальные масштабы катастрофы пока никто не решался оценить. Эти кадры сразу после подземных толчков снимала в Спитаке группа гостелерадио Армении. А вот разрушенный Ленинакан. Тот же день, обычный рабочий. Предприятия, учреждения, школы, детские сады. Везде находились люди. И вот сегодня мы пригласили в студию тех, кому посчастливилось выжить в той катастрофе. И я прошу вас рассказать, что вы пережили в те роковые минуты. Во время землетрясения я с семьей находилась дома. У нас был здание, дом 9-этажный. Я, муж и 2 детей. Мы утром встали, как всегда. Стали завтракать, чтобы я с моими детьми пошла к свекровым. И 10 минут, 10:41, наверное, вот было землетрясение. Мы не знали, что это землетрясение. Мы вскочили и вышли из нашей квартиры. И под лестницей, когда мы хотели убежать от нашего дома, вот и наш дом разрушился. Мне и моего сына, тогда его было 3 года, нам через 7 часов пришли спасатели, а муж и дочка 10 месяцев был дочки, они погибли там. Пожалуйста, вот левая трибуна от меня. Угу. Мужчина. Я работал в 2-этажном здании, в 1-м этаже. Рядом со мной брат стоял.
Мы ощущали разрыв большой. Такой разрыв, как будто что-то бросили, бомбу бросили. Потом, как я там выскочил, но стена плоский был, я выскочил, а брат остался там умер. В общем, я потерял брату, сестру, племянники, многие родные, близкие. Пострадавшие районы оказались отрезанными от мира. Без воды, света, тепла, связи. В Ленинакане действовала только телефонная спецлиния УКГБ. Первым, кто доложил в Ереван о трагедии, был заместитель председателя Ленинаканского горосполкома Мартин Папаян. Сегодня Мартин Семенович – гость нашей студии. Мартин Семенович, где вы находились в момент землетрясения? В больнице. Насколько я знаю, здание этой больницы рухнуло. Да, часть. Боже мой, часть, откуда я ушел, перешел в эту часть. Вас спасло чудо? Ну, разница там, если так считать, секунд 15. Угу. Но эта часть здания сохранилась? Да, вот эта часть сохранилась. Но когда обернулся, здание еще стоит. И встали, посмотрел, а полздания уже нет. Так, сначала подумал, что мой водитель, который меня привез туда, мой водитель, остался под разрушенной частью, потому что его не было видно и не было видно машин. Больные сидели на скамейках, врачи бегали кто туда-сюда. Ну, врачи, скажу, что они в панику не вдались, и даже в эту минуту, опять-таки, больных не покидали. И тут выезжает моя машина с водителем. Ну, мы на машину и поехали. Выехали на центральную дорогу, Ереванское шоссе. Увидел, что с левой стороны завода компрессоров уже нет. Тоже ровно-ровно. Тут водитель увидел, что когда мы проезжали, а там была женская консультация, сразу вскрикнул: ой, Мартин Семенович, а сверху уже две мужчины спускали раненую, окровавленную женщину. Ой, Мартин Семенович, я не могу поехать, извините, тут у меня мать работала. Я говорю: тогда ты давай бегай, ищи мать, а я поехал. А вот каков был характер разрушений? Я слышал, вот обрушились в основном высотные здания. Это так? Не только. Не только? Не только. Вот в Ленинакане, допустим, есть скверик Карагаз. Она эти дома строились там, я насколько помню, было домов 8-9, пятиэтажек. И добротных домов. Фактически вся эта аллея рухнула, и дома рухнули. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от Спитака. 3 подземных толчка разрушили город до основания. За 15 минут до этого на проходившем в Ереване бюро ЦК Компартии Армении первым секретарем Спитакского райкома был избран Нарайр Мурадян. Через четверть часа он стал главой партийной организации города, которого больше не существовало. И вот сегодня Нарайр Григорьевич у нас в студии. А как вы узнали о случившемся в Спитаке и Ленинакане? 11:30, 7 декабря я проходил бюро ЦК Компартии Армении. Меня утвердили первым секретарем Спитакского райкома партии. Поднялся, после бюро я поднялся этажом выше, сел подписать документы, и в это время случилось землетрясение. Вы не помните, какая была погода? Погода была, очень хорошо помню. Я даже до землетрясения спросил одного старика: почему-то снег идет и тает 7 декабря. Он мне сказал: сынок, это нехорошая примета. Такое было в 17 году, значит, будет много кровопролития. Когда снег пришло и таяло, мы не поняли, то есть неизученный народ, неграмотный по сейсмике, что из земли выходит энергия, пар выходит из земли, но мы его не знали об этом. А вот если честно, так вспомните, сами растерялись, когда увидели вот этот хаос? Да, конечно. Если честно, я вот приехал через час, был у здания райкома, был разрушенный райком и исполком. Даже у меня до колени все расслабились, я на колени упал, меня председатели исполкома подняли, что вы должны нас воодушевлять, там Григорян и Гаджан,
Они сейчас оба живы. И я снова вернулся в Ереван. На военном вертолете вылетел в Ереван, попросить помощи, что Спитак полностью разрушен. Вспоминают свидетели событий. После трагедии мы не знали, куда бежать. Мы боялись войти в дом, потому что каждую секунду она трясла такой силой, что мы боялись заходить. Даже боялись взять тапочки. Я вышла без тапочек, одна в халате. Представьте себе. Потом мы остались на улице. Дедушка привез палатку, мы селились в палатку, разжигали костры, то есть солому сжигали, и так грелись. А потом даже не чувствовали ни холод, ни голод, ничего. Но говорят, что зима вначале была очень теплой, а потом после землетрясения, в общем, похолодело ужасно. На улице принимали помощь. Всех эвакуировали из здания, потому что не знали, продолжится тряска или нет. Те, которые уже погибшие, правой стороны, те, которые нужно оказать помощь, левой стороны, поставили систему, там, вливание, наркотики и так далее, так далее. Прошло 10 дней, друг друга больше не спрашивали, кто погиб, как погиб. Сразу спрашивали, нашли. Вот это было у нас интересно, самое главное. И кто уже нашел своих, это уже как радостный день был. Землетрясения в СССР не были редкостью, тем более на Кавказе, сейсмически неблагоприятном районе. Однако случившееся в Спитаке и Ленинакане было не просто землетрясение. Это была катастрофа. Мартин Семенович, вы, как я понимаю, сразу же сообщили о происшедшем в центр, в Ереван. На работу. Пришел, телефон берем, городской не отвечает, ереванский молчит. Польсвязи нет, у нас нигде нет. Выбежали оттуда и бегом в КГБ. Пришли в КГБ, это было где-то минут 20-25, так, уже первого. А там чекисты уже прозванивали связь. У них тоже сбой пошел в системе. Связь была или нет? Была. Поднял трубку помощник Сурена Арутюняна, Данилов был такой. Я им говорю, вы знаете, у нас беда, землетрясение, 60% жилого фонда предприятий не существует, около 40% жилфонда не существует. Он, да что вы, и не хочет верить. Я говорю, слушайте, соедините меня с первым секретарем. А вы понимаете, идет бюро. Я говорю, меня бюро не интересует, соединяйте меня с первым секретарем. Ну, тут чисто мужской разговор, слово за слово. Пришлось несколько теплых слов высказать ему и попросить хотя бы зайди, передай. Соединил? Нет. Не соединил. Не соединил. Ереван, конечно, проинформировал Москву о случившемся. Вторую площадь информация из Армении, похоже, повергла в шок. Тем более, что генерального секретаря не было в стране. Михаил Сергеевич Горбачев находился с официальным визитом в США. Это было время стремительного сближения СССР и Америки. После исторической встречи Горбачева и Рейгана в Рейкьявике в 1986-м прошло 2 года. Новая встреча на высшем уровне сулила небывалый прорыв во взаимоотношениях двух стран. Подчеркивая преемственность нового курса, в декабре 1988-го в Нью-Йорке 40-й президент США организует встречу своего же действующего наследника Джорджа Буша с советским лидером. Но всю тщательно продуманную программу отменяет телеграмма из Москвы. Горбачев прерывает визит и срочно вылетает в СССР. Самолет Горбачева из Нью-Йорка берет курс на восток, а на месте трагедии находится председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. И вот сегодня Николай Иванович – гость нашей студии. Николай Иванович, вы лично связывались с Горбачевым? Он сам решил прервать визит? Я позвонил, и мне начальник охраны Медведев Владимир сказал, что в это время Горбачев выступает на сессии Организации Объединенных Наций. Я попросил, когда только он закончит выступление и выйдет из зала, чтобы немедленно связался со мной.
Действительно, минут через 15 после окончания трансляции его выступления раздался звонок. Я ему рассказал, что произошло страшное землетрясение, что вот я считаю, что сегодня ситуация такая в стране, что вам надо возвращаться, отменить эти визиты, и надо возвращаться в страну. И он прилетел в Москву, и только на третий день он прилетел в Армению. А почему вы приняли решение лично вылететь на место событий? Правительство по-настоящему знало масштаб, вот где-то около 5 часов вечера. И вот тогда я принял решение, что здесь нужна огромнейшая помощь, что республика одна не справится с этим. И начиная с 5 вечера до 12 ночи я занимался тем, чем должен заниматься глава правительства. И когда вы вылетели? Мы вылетели туда, я вылетел в 2 часа ночи. Мы прилетели в Ереван. У 1 сектаря мы очень мало были, там 30-40 минут всего лишь. Они рассказали то, что они видели. На месте тут же было принято, мы с министром обороны, с Язовым Дмитрием Тимофеевичем было принято решение там же, еще перед вылетом Ленина-Кан, о мобилизации 6 полков гражданской обороны. Был подписан документ, и началась немедленная мобилизация резервистов. А затем уже мы вылетели самолетом, к тому времени аэродром подлатали. Кстати, вечером уже на него садились самолеты, и первый прилетел Чазов с медиками. А мы прилетели утром с Еревана, там рядом же, сели на этот аэродром, на автобус и приехали в Ленина-Кан. Вот что вы увидели? Ничего не увидел. Ничего. Города не было. А как вас встречали люди? Сначала плохо. Ну, знаете, этих людей надо понимать. Все разрушено, горит. Техники нет. Ну, тут еще подогрел какой-то киношник. Я не знаю даже, чей он. Мы никого не брали с собой. Каким образом? Начал на камеру снимать. Ну и народ рассвирепел, а вы приехали кино снимать сюда. Где вертолеты, где краны, где что. То есть претензии очень большие. И этих людей надо понимать. Они все на развалинах, значит, там куски руками тянут. Но потом, вы знаете, это быстро успокоилось. Я попытался объяснить. Я прекрасно понимал, что вертолеты там не помогут, ничего. Наоборот, погибнут они. Потому что, дом, когда упал, он же весь переплетен арматурой. Можно поднять эту скамейку, но невозможно же здание все поднять вертолетом. Но тем не менее, я говорю, мы пришлем вертолеты, через сутки они будут здесь. Они действительно не пригодились, только пыль поднимали. Но то, что раненых они возили, медикаменты возили, они пригодились всем. Еще за 2 года до землетрясения, во время аварии на Чернобыльской АЭС, советское руководство наотрез отказалось от западной помощи. Однако теперь, вы не раздумывая, дали согласие. Почему? Это не так. Я, к сожалению, был во главе спасательных работ и Чернобыля. И мы просили помощь. Нам никакой помощи в то время не дали. Здесь же совершенно другая была картина. К примеру, вот Израиль. Вы знаете, что у нас не было дипломатических отношений. У нас даже консульских отношений не было. Мне докладывают, что идет израильский самолет. Николай Иванович, что делать? Я говорю, а где он? Я думал, может, и сидит, готовится, еще можно проконсультироваться по дипломатическим каналам. Да, говорит, он идет над Турцией уже. Что оставалось? Я говорю, садите, пусть садится. 64 страны мира откликнулись. 64. Поэтому здесь мы должны спасибо сказать мировому сообществу. Это, конечно, огромнейшая была помощь.
Армянская трагедия стала для советского руководства проверкой. Впервые после войны наши границы были открыты для иностранных гуманитарных грузов. Горбачев обратился к западному миру за помощью. Я хочу сказать, что я вынужден прервать мой визит, мою поездку и вернуться в Советский Союз. Вчера поздно вечером я получил известие о том, что землетрясение, которое произошло в Закавказье, в Армении в одном регионе оказалось очень тяжелым, много разрушений и много человеческих жертв. Сегодня утром был у нас телефонный разговор с президентом Рейганом. Президент и вице-президент высказали свое желание оказать помощь, которая потребуется. Трагедии сопереживал весь мир. С небольшим интервалом в ереванском аэропорту Звартноц приземлялись иностранные самолеты с гуманитарной помощью. В стране люди, не зная конкретных адресатов, отправляют посылки с постельным бельем, теплой одеждой и игрушками для детей в редакции центральных газет, на телевидении. Редакционные помещения превращаются в склады. Благотворительный счет Внешэкономбанка знают уже наизусть. Тогда же вдруг обнаружилось: не хватает техники, нет профессиональных спасателей. Иностранных специалистов мало, и их отряды действуют разрозненно. В Советском Союзе ликвидация последствий стихийных бедствий традиционно возлагалась на части гражданской обороны. Несколько полков ГО перебрасывают в районы бедствия. Координирует их работу генерал-майор Николай Тараканов. И сегодня Николай Дмитриевич у нас в студии. Николай Дмитриевич, что вы сделали вот в первые дни трагедии, когда прибыли туда? Вот первоначально, что, конечно, понять можно психологически, была общая такая растерянность и в Ереване, и здесь, на местах. Но собравшись силам, а потом, ведь самое главное, приехал спокойнейший руководитель, талантливый, который взял все в свои руки. И военных, и гражданских, и министров, и все остальное. Вам достаточно сказать, что 50 тысяч палаток тыл вооруженных сил развернул в городах Спитаке, Ленинакане, Хурянок. 20 тысяч пекарен было, вернее, кухонь армии поставлена, армии, и кормили людей. Понимаете? А когда стала прибывать помощь из-за рубежа? Помощь, знаете, ведь первая помощь пошла, она сначала из Республик Советского Союза по команде Николая Ивановича Рыжкова. Авиация и военная, и транспортная. День и ночь, это как пчелы над аэродромом Ленинакана летали. У меня целая рота ремонтировала круглые сутки аэродром. Только самолет там взлетит, сядет, бегут солдаты. Где асфальт, где бетон, где что. А вот, кстати, Николай Дмитриевич, вот по сравнению с иностранными спасателями, каков был уровень подготовки отрядов ГО? Я вам скажу, что даже мне вот как генералу был, я замначальник штаба ГО России, даже вот трудно там их сравнить, что так далее. Да. Вы говорите оснащение. Иностранцы были оснащены, я бы сказал, такими, средствами спасения, пилами всевозможными, приборами, ножницами, собаками. Вот это они лучше были сделаны. Но в той ситуации, когда девятиэтажки вот так холмом лежат, вы сами понимаете, пилой там сделать ничего невозможно. Вот кто делали. Они делал город, делали люди, делали те, кто, приезжали со всех концов Советского Союза. Я ведь дал команду 8 вечером из Кировакана по телевидению, программе «Время» это было, сказано, что не просто эскаваторы посылаете, не просто вы краны посылаете, сварочное оборудование, посылаете вместе с бригадами, с людьми, со специалистами. Да-да. И тогда, с третьего дня, только спасательные работы после приезда Николая Ивановича
когда с России стали поступать большие грузные краны и техника, вот тогда стало оживляться, спасать. А до этого люди ножовкой рубили, пилили бетон, пилили арматуру, лопатой расчищали, люди руками расчищали, окровавленные. Люди сутками не спали и работали, и не отходя. А через сколько дней, кстати, после землетрясения из-под завалов удалось извлечь последних оставшихся в живых? Ну, я думаю, что где-то 15 дней мы получили, да, живых людей, могли извлечь. Да, Николай Иванович. Нурик немножко здесь прибавил дней. Мы знали по мексиканскому землетрясению и по другим крупным землетрясениям, что в основном можно ожидать на 7-8 день еще живых. А здесь, учитывая, что минусовые температуры, а там доходило до минус 25 градусов, надеяться на то, чтобы можно было там через какое-то время найти, после 8-10 дней, было очень трудно. Но, тем не менее, один подросток уцелел. Его не то на 11, не то на 12 день вытащили. Ну, так попал. Холодильник рядом, водичка шла, в холодильнике что-то было. Вот и, ну, это случайность. Бетонные плиты рассыпались, как труха. В этих условиях шансов найти живых людей было мало. Крики из-под завалов слабели и доносились все реже. А в тех местах, где их еще слышали, к развалинам было трудно подобраться. Скорый! Вся страна откликнулась на армянскую трагедию. В пунктах переливания крови собираются очереди желающих сдать кровь пострадавшим. На предприятиях и в школах собирают посылки в Армению. Я полагаю, что у нас в студии есть люди, которые помнят, как это было. Когда произошло землетрясение, я училась в старших классах школы, точнее, в 8 классе. И вот настолько шоковое было состояние у всей школы, это была новая школа, она проработала только год, что у нас даже самые озорные первоклашки, они просто притихли. Вот неделю эта мертвая тишина стояла в школе. И первая реакция вот нашего дома, у нас 12-этажный 8-подъездный дом, половина это офицеры, офицерские семьи. У нас люди ходили, собирали деньги, одежду. А в нашей школе, в спортзале просто был склад. Люди туда круглосуточно несли одежду, постельное белье. То есть мы готовы были, я не знаю, хоть сами туда бежать, что-то делать. Гуманитарная помощь поступала практически со всего мира. В 1988-м это были дефицитные дорогие товары. Ходили слухи, что большая их часть оказывалась на московских рынках. А пострадавшие были вынуждены пользоваться услугами местных перекупщиков. Я хочу спросить участников нашей программы, всех участников. Сказать, что все 100%, то, что в первые дни приходило, доходило до людей, оно не могло доходить. Представим себе ситуацию Содома и Гоморры. И летят самолеты полные, с грузом, 40 тонн груза гуманитарного. Там посылают нам и чайники, и кофеварки, которые никому в этот период не нужны, и копченую рыбу, и мясо, и колбасу, и третье, и десятое. И представляете, самолет садится в аэропорт, ему дают задание 40 минут на выгрузку. Ну кто может 40 минут выгрузить этот самолет и правильно уложить, как положено, этот груз в аэропорту, а потом доставить? Людей нет. Потом нет складов, нет закрытых помещений, нет огороженных помещений. Самолет встает, выгружают. Солдаты, бригада солдат выгружает.
Выгружают и бросают. По нему транспорт едет, трактор едет, люди ходят и тому подобное. И поэтому то, что в первые дни приходило, это не полностью доходило до людей. Ну, как я понимаю, там появились наверняка мародеры, да? Кто может сказать? Были. То, что первые дни, при том, когда надо вытаскивать было людей, когда все рушилось, когда только-только организация начинала создаваться, организованные работы, конечно, было. И не доходило, и где-то, значит, учет не тот был. Его навели порядок. Навели потом порядок. И складировать стали, и распределять стали, все как полагается. Сказать, что там ни одного воришки не было, но, а где их нет? Они там были. Но мародеры, да, нам известно, были случаи, но это не массово. Значит, что касается мародерства, я это к Армении не отношу нисколько. Только из Ленинакана было оприходовано в государственный бюджет, я не знаю, Николай Иванович может подтвердить, 187 миллионов рублей денег бесхозных. А сколько золотых вещей? И плюс 85 миллионов на 85 миллионов рублей золотых изделий. Это то, что при расчистке завалов, при организации спасательных работ находят кучку денег. И эти деньги люди не воровали, люди сдавали. Что, может, найдется хозяин живым, он пойдет, затребует и ему вернут. А мародерство было. Да, приезжали люди. Это были не местные жители? Не абсолютно. Я 100% гарантирую. Гастролер. Приезжает гастролер, вот он приходит в белом халате, с фонендоскопом, заявляется в штаб. А где? Я врач, я приехал на спасательные работы. Дайте мне объект, дайте мне объект. Да он говорит, господи, подойди к любому дому, где люди работают, попадется тебе раненый, помоги. А потом, когда мы очухались, когда милиция и все нас проинформировали, что идет мародерство, хотя международные журналисты все нам говорили, вы не волнуйтесь и не переживайте. У вас положение намного лучше, чем было в Мехико и в других таких же ситуациях. О мощном землетрясении в Ташкенте в 1966-м была лишь скупая, породившая чудовищные слухи, официальная информация. В 1988-м о землетрясении в Армении мир узнал во всех подробностях. Более того, смог оказать своевременную помощь. И мне кажется, что в конце нашей программы имеет смысл коснуться вопроса об уроках этой трагедии. Ведь после Армении мы пережили как минимум еще одно страшное нефтегорское землетрясение 95-го. Итак, вопрос ко всем. В чем они, эти уроки? Первый урок – это надо хорошо строить. И если я сейчас, может быть, несколько отстал, если все наши сейсмоопасные зоны в нашей России, они с учетом горького опыта сегодня нанесены на карты, и будут проектировщики и строители строить честно, то это урок, который никогда не повлечет вот такой трагедии. Нарак Григорьевич? Где нельзя строить, нельзя там строить, и все. Это первый вариант. И второй вариант, вот урок то, что значит, вот оказали большую помощь со всего мира, вся Россия, весь Советский Союз, значит, товарищи, а куда оно делось? Вот в 91 году замораживали счета в Внешэкономбанке. И там замораживали 9 миллионов долларов, которые принадлежали зону бедствия. И не знаем, куда исчезло. Я потом обращался и к Николаю Ивановичу, и туда обращался, и к депутатам. Говорят, нету, деньги увезли, и все. Я хочу сказать, что в это время важно правильно использовать средства. Мы неправильно использовали, а потом оно вообще исчезло. Николай Иванович, к этому что-то добавить можете? Я хотел бы добавить следующее. Я думаю, что пока существует земной шар, мы не гарантированы, что подобное не произойдет где-то. Но то, что сегодня у нас есть МЧС, который работает, на мой взгляд, очень неплохо, дай бог, чтобы он без работы оставался, но, к сожалению, работы ему хватает. МЧС родился только, слово «благодаря» это трудно сказать, только из-за того,
что был Чернобыль и была Армения. Пожалуйста, тоже об Знаете, уроках, мое только, к мнение сожалению, таково. у нас Очень время- коротко я скажу. Если бы это землетрясение произошло сейчас, я могу сказать откровенно, мы бы ни с чем не справились. Мы бы не спасли по Ленинакану вот эти 25 тысяч жизней, которые были извлечены из-под завалов. Да потому что это мощь государства СССР. Это то, что поддержало. Это дружба народов, на чем вы воспитывались. Вот это поддержало нас и спасло. А то бы этот город обвели колючей проволокой и стреляли каждую мысль, которая ходит и выходит. Вот что нас спасло. Дружба. И еще, я не знаю, может, система изменилась? Отношение человека к человеку изменилось. Но тогда было совсем другое. А если есть какие-то вопросы? В Спитакском районе было очень ужасно. А Николай Иванович ездил всюду, общался с народом. И я помню, по телевизору показывали одна крестьянка, она потеряла и сыновей, и дочерей, все. Но она обняла Николая Ивановича и сказала «цават панем». Это такое слово, когда говорят самому близкому человеку, пусть все ваши боли будут, как переводить, невозможно, да. Что на меня все ваши боли, цават панем. И тогда в глазах у Рыжкова появились слезы. Я до сих пор помню эти слезы. И когда говорят об русском народе, я помню не только о тех огромных работах, которые они вели во время землетрясений. Я помню эти слезы и навеки благодарна и русскому народу, и его сыновьям за то сердечное отношение, которое они проявили не только в эти дни, а вообще до этих дней и после этого. Спасибо вам большое. Заново отстроенный Спитак и Ленинакан – последний пример, выражаясь языком тогдашнего официоза, нерушимой дружбы советских людей. Да и по-человечески тоже. Рядом с австрийскими и швейцарскими кварталами дома построены российскими, узбекскими и эстонскими строителями. Такое сегодня строят только по контракту, за большие деньги. 100% предоплата, неустойки, форс-мажор. Как не без гордости говорил исполняющий обязанности премьера российского правительства, абстрактную братскую помощь заменили нормальные рыночные отношения. И в этом новом рыночном мире маленькая бедная Армения никому не нужна. А жаль. Спасибо, что пришли сегодня к нам на нашу программу. Всего вам доброго. И вам. Вы смотрели программу «Как это было». До свидания. Спасибо. Спасибо.